Криптоэнтузиасты, ну что, приветствую вас на канале. Итак, у нас самый прекраснейший день, потому как у нас лето, солнце. И это, конечно же, очень хорошо. Можно отдыхать, можно расслабиться от этих рынков. Но иногда нужно, конечно, посмотреть видосы на канале Биток на всю котлету. Потому как нам нужна максимальная поддержка нашего канала, телеграм-канала. Все ссылки есть в описании под видео. Что мы видим? Биточек наш на данный момент восстанавливается. Альткоины тоже восстанавливаются. Но портфель, конечно же, есть там просадка. Это такое. И что важно? Важно по биткоину то, что мы сходили по тому сценарию, который мы предполагали еще примерно в 20-х числах мая. А в 20-х числах мая я вам говорил то, что у нас будет формироваться месячная свеча мая. А это будет коррекционная, фитиль сформирует. И по всей видимости будет коррекция у нас в июне. Тоже будет формироваться месячная свеча. Мы видим на данный момент на дневке то, что у нас был хороший откуп. Сформировали здесь такой вот ордер блок. Его можно даже назвать разворотным ордер-блоком, потому как такие откупы зачастую заканчиваются вот таким вот каким-то движением, ростом. И нам нужно по биткоину хотя бы пробить диапазон цены 106,5 тысяч долларов и закрепиться. То тогда у нас будет здесь формироваться вот такое вот интересное у нас будет здесь такое вот поджатие. В принципе, такую вот структуру могут они отрисовать. На это все уйдет не один день, конечно же, чтобы это все дело отрисовать. Но будем с вами пристально, в принципе, наблюдать. И если мы посмотрим на недельки, то у нас неделька выглядит тоже неплохо. Такая свеча молот разворотная, правда она красная. Ну а месяц, конечно же, так как я и предполагал. Сформировали они вот фитиль. Май месяц скорректировали. Также я говорил, что у нас будет поглощение, будет формироваться еще один фитиль в июне. И вот мы видим этот фитиль. Цена биткоина у нас опустилась в диапазон 100 371 доллар и вернули обратно. Фитиль, в принципе, у нас здесь сформирован на месяце. И это говорит о том, что сюда, в принципе, уже опускаться, нету смысла. Сюда опускаться нет смысла нам. Наша цель остается только вверху по биткоину. Наша цель так и остается актуальная. Это пробитие всех вот этих вот хаев и слома, конечно же, медвежьего паттерна. А медвежий паттерн у нас здесь сформировался. Две вершины на месячном. Похожая ситуация, как в 2021 году. И, в принципе, здесь есть глобальный такой вот тренд. Если мы посмотрим, у нас есть такой вот глобальный тренд. И нам нужно этот тренд желательно бы сломать. Для того, чтобы сломать полностью всем медведям хребет, нам нужно сломать этот тренд. Нужно, чтобы цена биткоина ушла выше, чем 130 тысяч долларов. Конечно же, кто-то скажет, это всего-навсего твои хотелки. Но, криптоэнтузиастики, вы же смотрите разных блогеров в ютубе, и они вам говорят, что цена биткоина будет в диапазоне 120 тысяч долларов, это как минимум, а как максимум 200, а то и 300 тысяч долларов. Вот говоря такие вот вещи, нужно понимать, что у нас есть глобальный тренд, который мы еще ни один раз не пробивали. Берет свое начало вершина 2017 года. Раз коснулись, два коснулись, 3 коснулись, 4 коснулись, 5 раз коснулись. 5 раз было касание. Вот что. И данный тренд у нас, конечно же, не пробит. Также мы можем прикинуть здесь, какие у нас были максимальные объемы. Если мы уже смотрим, конечно же, какой-то технический анализ, давайте кинем объемы. Максимальные прокрученные объемы по биткоину были в диапазоне 18 тысяч долларов. Вообще, в принципе, я считаю, что в этом цикле, на дне медвежьего цикла, это была последняя возможность, когда любой человек в мире смог бы купить и накопить один биткоин. 18 тысяч долларов это небольшая сумма, но в принципе большинство не купило даже, наверное, и половина битка и не сохранила его до текущей
до текущего момента времени, потому как все его распродали. И опросы в телеграм-канале тоже, и я проводил у меня опросы в телеграм-канале, говорят нам о том, что у большинства нету биткоина. А 18 тысяч долларов за биточек можно было легко здесь вот прикупить и держать его в долгую. В принципе, вот так вот. Посмотрим, как у нас будет июнь месяц. Но, например, на данный момент, спустя 7 дней, месяц выглядит неплохо. Вообще шикарно и неплохо. Но особо поддаваться эйфории не нужно. У нас будет важный момент, это следующая неделя. И она должна у нас в идеале начаться с роста. Мы должны расти, а не падать. Если только мы будем падать, как вот здесь, вот у нас было в феврале 2025 году, то это будет очень негативно. А нам нужен здесь вот рост. И рост мы, конечно же, прекрасно знаем, что он может произойти, потому как у нас индикатор Hash Ribbons дал двойной сигнал. Двойной на дневке, единичный на недельке. Сигнал закрепился. Все, остается только переждать эту коррекцию, и я думаю, что движение по биткоину как минимум с текущих 50% мы с вами увидим. А 50% роста, это у нас, смотрите, цена битка дойдет до диапазона 150-160 тысяч долларов, где у нас большая вероятность сработает сигнал на продажу и пик бычьего рынка на P-сайкле. Сидим, ждем, не рыпаемся. Да, конечно же, у нас негативная ситуация с альткоинами. У меня тоже есть в портфеле альткоины. У вас есть в портфеле альткоины. Ну что сделаешь? Нужно сидеть, ждать. Ибо ты никак не сможешь заработать. В этом цикле показало, что удержание долгосрочное не работает. Только нужно делать какие-то телодвижения. Как говорится, сокращать свой сфинктер, продавать, покупать, заходить, перезаходить. Потому как если посмотрим мы график эфириума, у нас было 3 вершины и нужно было раскачивать свой портфель. Продавать, никто не знает, куда пойдет рынок, вот что. Но на текущей фазе рынка, спустя, допустим, 3,5 года, как биток уже поставил свою бычку, 913 дней, портфель показывает о том, что нужно иногда было сокращать свой сфинктер. Но мы этого не делали. И сейчас на данный момент, уже в завершающейся фазе рынка, я думаю, что сокращать уже его поздно. Нужно было ранее его сокращать. А этот цикл показал, что просто холд не работает. Нет такого, как было, допустим, даже в 2021 году, что у нас здесь плавно все росло. Здесь у нас еще пик не поставлен, он будет где-то ближе к сентябрю месяцу, и тогда уже нужно будет паниковать. Тогда будем сокращать свои сфинктера. А сейчас я думаю, что нужно переждать вот это вот июнь, июль, там август, и тогда будем смотреть постфактум, что у нас будет. Сигнал Hash Ribbons есть, и это очень хорошо. Домка у нас не падает. Как бы мы ни хотели, как бы мы ни крутили бы, то доминация биткоина у нас в принципе не падает. Но здесь они подошли к вот этой вот полке. И это у нас хай доминации был в диапазоне 65,5%. Будет ли у нас пробитие, непонятно. Сформировали они такой вот треугольник. Мы с вами этот треугольник уже наблюдали. Вроде бы вчера или позавчера я снимал видео, ставил вот эту вот трендовую линию. И в принципе ползем вверх. Ну, если даже мы будем пробивать этот треугольник, то зачастую такие вот паттерны, восходящие клины, они вот так вот типа рисуют. Идет пробитие и все. Идет типа вниз. Конечно же, чтобы увидеть альтсезон, надо увидеть падение доминации биткоина. Затягивают они это все дело. Я это не отрицаю, но нужно ожидать. Может быть такое, что у нас рынок, конечно же, растянулся. Вот что. Цикл, вернее, растянулся. Посмотрим. Вот у нас
хэш-риббонса был сигнал на биткоине. Это было 24 мая на мои именины. Кто поддержал меня, тут молодец, конечно же. Кто не поддержал, еще не поздно. Можете поддержать. Все ссылки есть в описании под видео. На донаты, на телеграм-канал, на телеграм-чат можете поддержать мой канал. Потому как этот канал существует только заради вас. Если бы не было вас, не было бы поддержки, не было бы комментариев на ютубе, я бы не снимал бы каждый день видео. Мне нужно в 6 часов утра встать каждый день, чтобы запилить видос. На данный момент сегодня немножко видео затягивается. Итак, ну что, доминация у нас здесь на хаях. Она у нас не падает. Фитиль, который был в феврале поставлен, мы его проторговали. Ну и, конечно же, может быть такое, что мы опять по доминации пойдем на перехай. И когда доминация биткоина будет идти на перехай, то по всей видимости у нас будет пробитие хая вот здесь вот биткоина. И здесь вот важный уровень. Смотрите, мы видим то, что на данный момент у нас здесь важный уровень. Есть трендовая линия некая, которая берет свое начало еще с 2017 года. Это как минимум уже 8 лет прошло. И это здесь сильнейший уровень. Также есть максимальные объемы, которые были проторгованы в диапазоне 18к баксов. И также есть уровень, который у нас находится в диапазоне 40к баксов. Это у нас споты биткоин ETF. Я думаю, что на этой медвежке мы пощупаем этот уровень. И здесь можно будет подобрать биточек. Глобально для инвесторских целей. Также монетка Mask. Очень нашумевшая вчера монетка Mask. Сделала памп, потом дамп. В принципе, в данную скамину, я думаю, что лучше не лезть. Монетка Mask на данный момент находится в аккумуляции. 185 миллионов у нас капитализация. 100% монет в обороте. Это обычный такой себе мемкоин. И, ну, похоже она, смотрите, на Penguin, One, на Mask, где она торгуется на всех биржах, на Binance, на OKX, на Bybit. И я думаю, что Mask начали качать на фоне вот этих вот событий, которые происходили у нас с Трампом и с Илоном Маском. Здесь у нас инвесторы Twitter, 2 икса имеют они. И также большое количество инвесторов. В 2018 году они проинвестировали 23 икса. Имейте в виду, 23 икса. Куда вы лезете? Если вы что-то хотите и покупать, то на какую-то небольшую долю. Вестинг у нас здесь есть. И мы видим то, что здесь у нас все разблокировано полностью. Сейчас на данный момент можно не манипулировать. А манипулировать будут жестко. Это крипта. Если манипулируют акциями Tesla, то монеткой Mask манипулировать как 2 пальца об асфальт. Ну вот смотрите, какой у нас слив. Минус 75% можно так было получить на своем портфеле. Но здесь не минус 75, тут у нас 52, но 3 икса так шатнули нормально, смотрите. Ну, не 3 икса, а 112% роста у нас просто-напросто сбрили. Ну и если мы посмотрим на недельки, то монетка выглядит вот так вот. У нее пока что нету слома нисходящего тренда. Нисходящий тренд у нас берет свое начало еще очень давно. И мы его можем, в принципе, вот так вот отметить. Вот такой вот у нас нисходящий канал. Сейчас мы у ключевого уровня. В верхней части нисходящего канала может быть такое, что у нас будет пробитие. Монетка эта торгуется очень давно. На прошлой бычке она вышла. Вот у нас май 2021 года. Практически на хаях она вышла 2021 года. И укатали ее. Максимальное количество объемов провернули, и мы, в принципе, строго отбились от этих вот объемов. Здесь у нас огромные покупки. Ну, понятно, что монета полностью разлочена, ее выкупили. И сейчас, в принципе, здесь можно что-то, допустим, зайти на какую-то небольшую сумму, там, ну, 50-100 долларов и то, ну, не более. Если вы хотите покупать, а у вас уже по-любому появилась хотелка покупать, потому как монета показала сильнейший тренд на протяжении месяца, весь рынок падал, монета росла. Конечно же, люди начинают это все покупать. Имейте в виду, что скамина еще та, иксы здесь есть 30 иксов, и здесь может быть банальная бритва. Но мы, в принципе, тоже находимся у ключевого уровня. Верхняя часть канала. Объемы, отбились от этих объемов. В принципе, лой мы, наверное, обновили, который был поставлен у нас
в 22 году при крахе Луны, и монета ходит в таком себе накоплении. Можно вот это все дело отметить, это боковое движение накопления. Вот, были такие вот выходы с блока накопления. Ну, в принципе, что, будем наблюдать за данной монетой. Находится она в накоплении уже очень длительный период времени. Примерно 1127 дней. Вот что. У меня ее нету в портфеле, я ее покупать не буду. Просто обратил на нее внимание, потому как она вчера сделала сильнейший памп перед дампом. И я думаю, здесь может быть такая самая ситуация, как на монетке ОМ. Вот. Но в принципе, здесь у нас все разлочено. Все разлочено. И капа у нас здесь небольшая. Не такая, как на монетке ОМ. Давайте посмотрим капитализацию. У нас здесь была капитализация максимум, смотрите, 1 миллиард долларов в 2021 году. Просто укатали. 186 миллионов. Минус 10 иксов. Ну, это просто капец, блин. Бритва здесь беспощадная. Вы себе представляете, как был накачан пузырь, и как здесь люди какие-то залетели, и их просто-напросто выбривают. Вот здесь, по всей видимости, были тоже у нас такие крупные объемы прокручены. Если мы посмотрим, вот у нас здесь вот было большое количество тоже объемов. Вот в этом вот блоке. И вышла она в 2021 году, показала она примерно 400-500% роста, и укатали ее. Все. Да, в принципе, не очень хорошее состояние данного актива. Если средняя точка, допустим, то у нас минус 88%. Сильнейшая укатка. Это тебе не 50, не 60%. Ну, такой себе вот мемкоин. Опасная монета. Будьте очень внимательны, потому как могут вас здесь выбрить капитально. И если вы покупаете данный актив, то желательно его на X2 сразу продавать, там, допустим, забирать вложенные средства. Ну и зачастую мы видим то, что после таких вот пампов у нас идут дальше дампы. Вот памп, дамп, памп, дамп. Сейчас у нас был памп, здесь стоит ожидать опять же дампа какого-то. Я думаю, что здесь нужно ожидать вот такую вот похожую структуру, дамп, обновление лоя, и только потом у нас будет в дальнейшем какой-то памп. В принципе, вот так вот. Доминация у нас выглядит очень, конечно же, по-бычьи здесь. Может быть такое, что будет пробитие. Биточек наш выглядит тоже по-бычьи, потому как мы уже закончили, можно так сказать, свою коррекцию. И, по всей видимости, дальше у нас будет интересная развязка событий с биткоином. Что они нам подвезут, мы, конечно же, этого не знаем. Но здесь уже сформировали они голову и плечи. Такой себе вот паттерн, его видно. Смотрите, голова и плечи. Здесь сейчас будут налипать разные шортисты. И я думаю, что их будут выбривать, этих шортистов. Биток выглядит очень шортово, если его посмотреть на дневке. Вот так вот. Это все выглядит очень шортово. Очень просто шортово. И такое ощущение, что биток будет падать. Но у нас есть важный уровень. Мы с Дофой проводили стрим. Это было несколько дней тому назад, и мы там рассматривали очень подробно биткоин. То, что у нас есть важный уровень, это, конечно же, 96 тысяч долларов по объемам по биткоину. Есть уровень 91 тысяча долларов, это незакрытый гэп, это у нас маленькая локальная цель. Ну и, конечно же, важный уровень, это сотка. Тогда Дофа говорил, что 102 тысячи долларов, это важный уровень тоже по биткоину, и его желательно не пробить и ниже не закрепиться. Мы сюда сходили, не закрепились, был хороший откуп. Сейчас будем смотреть. Отрисовали они, конечно же, голову и плечи, для того, чтобы, наверное, по всей видимости, набралось большое количество шортистов, но я в этот сценарий особо не верю. У нас есть важный показатель на рынке, это хэш-риббанс. Он никогда не ошибался, мы с Дофой, когда проводили стрим, я говорил, что он никогда этот сигнал не показывал, он этот индикатор никогда не давал сигнал, когда мы возвращались на медвежку. В 2021 году сигнал только был на китайском запрете летом, но осенью и в 2022 году сигнал не давал на покупку. Только на дне медвежьего рынка, на самом донышке был сигнал. Все.
По всей вот этой вот дороге не было ни единого раза сигнала. Аналогичная ситуация у нас была и в 18-19 году, вернее в 18 году. В 19 на донышке он давал сигнал на покупку, а в 18 на падении не давал сигналы. Я надеюсь, что он не сломлен, этот индикатор. И в дальнейшем мы с вами сможем увидеть вот такое вот восходящее движение по биткоину. На это тоже, конечно же, у нас уйдет очень длительный период времени, как минимум пару месяцев. Они будут манипулировать рынком, они будут манипулировать альтой, и нам нужно, конечно же, это выдержать. Вот, в принципе, вот такие вот мысли, такие вот дела. Также у нас здесь невооруженным глазом на 4-часовике видно перевернутую голову и плечи. Пигиб, как некоторые трейдеры говорят, то, что у нас здесь пигиб. Вот, если мы вот это вот все дело, в принципе, вот так вот почистим, вот это вот все дело мы вот так вот почистим. Вот у нас голова сформировалась. И теперь могут они отрисовать вот такое вот движение. Смотрите. Мы как раз подойдем к вот этой вот главной трендовой линии. Вот этой вот главной трендовой линии. Вот она. Которая берет свое начало еще с 2017 года. Вот здесь вот у нас ключевой момент, я считаю, что для биткоина. И это будет как раз тот момент ключевой для биткоин-максималистов. Те, которые говорят, что биток будет стоить в диапазоне 200-300 тысяч долларов. Но имейте в виду, у нас здесь есть тренд. Смотрите, у нас здесь есть тренд, и вы его видите. То, что здесь сильнейший тренд. Сильнейший тренд у нас по биткоину. Нам нужно его пробить. Также давайте мы посмотрим на недельке, что у нас творится на стохастике на MACD. Смотрите, на недельке шикарно у нас MACD разгрузили. Очень шикарно. Есть запас хода. На недельке у нас развернули уже стохастик на коррекцию. И здесь, в принципе, могут отрисовать вот такую вот структуру, как было у нас, например, февраль 2023 года на MACD. Также мы видим то, что у нас RSI полностью разгрузили, и здесь уже идет разворот. Это на недельке. Но на MACD здесь появилась одна такая вот салатовая свеча, вроде бы как на продажу. Не очень хорошо, конечно, но на это особо обращать внимание мы не будем, потому как это всего-навсего салатовая свеча, и если посмотреть январь 2021 года, вот у нас был тоже рост MACD, здесь были тоже салатовые свечи. Раз свеча, 2, 3, 4, 5. Но тренд по биткоину у нас был восходящий. Надеемся, что бычка у нас продолжится. И мы с вами увидим завершение бычки. И, конечно же, там в конце альт-сезон. Потому как бычка никогда не завершалась без альт-сезона. Они, конечно же, это все дело затягивают, как ни крути. Ломают хребет нам, обычным хомякам-инвесторам. Ну, что поделаешь, нужно крепиться, иначе ты просто-напросто не устоишь на этом рынке, а просто потеряешь деньги. И в дальнейшем у тебя будет намного меньше возможностей, чтобы заработать на этом рынке, чем сейчас. Вот, в принципе, так вот. Смотрим эту неделю, как она закроется. Следующую неделю тоже смотрим. Я думаю, что будет у нас здесь все выглядит по-бычьему. И также, кто, конечно же, новичок на моем канале, вот недавно подписался, что касательно самого хэшрибанса. Давайте мы посмотрим цену биткоина и посмотрим хэшрибанс. Хэшрибанс. Давайте мы посмотрим хэшрибанс. Индикатор на дневке. Мы видим то, что у нас здесь двойной индикатор. Раз, два. Есть сигнал. 21 мая, 23 мая в 12 часов ночи был сигнал. Все это выглядит у нас шикарно здесь пока. И на недельке. Неделька. Я уже полностью все это дело разжевываю, так что я не знаю, но должна быть максимальная поддержка канала. Неделька, смотрим. Вот, есть конкретный сигнал. На недельке он уже закрепился. После того, когда у нас прозвучал сигнал или был сигнал, засветился сигнал, у нас 2 недели прошло. Сигнал закрепился. Все. Мы видим то, что у нас были сигналы, и они отработали по биткоину. И также мы можем посмотреть, что
в 2021 году, когда биток шел на медвежку, у нас не было здесь сигналов. Можно так сказать, что данный индикатор не дает ложные сигналы на медвежке. Это говорит о том, что вроде бы как медвежки еще у нас здесь нету, и она еще не намечается по биткоину. Да, есть манипуляции на рынке, но, без них никак. И был сигнал только на дне медвежьего цикла. Аналогичная ситуация, смотрите, у нас 17-18 год. Не было здесь сигналов на падение биткоина. Только был сигнал вот на дне медвежьего цикла. Произошла капитуляция майнеров и был сигнал на покупку. Всю вот эту вот дорогу индикатор не давал сигналы. Надеемся, что этот индикатор не сломлен, и в дальнейшем у нас будет движение по биткоину. И, конечно же, по всей видимости, могут они здесь чуть-чуть июнь помурыжить. Потом посмотрим, может быть такое, что к августу месяца биточек наш начнет расти. И только там они подключат альт-сезон. Вот. Альт-сезона у нас нету. Что поделаешь. Но самое важное, если мы, допустим, откроем индикатор, вот этот вот график альт-сезона, и мы видим то, что альт-сезона у нас в этом цикле даже и не было глобального. Вот у нас 21 год, 22, 21 год альт-сезоны. Все. Глобального альт-сезона у нас не было. И если мы посмотрим индикатор альт-сезона, то в принципе по альте здесь просто, вот смотрите, 15, да. Вот сегодня у нас чуть-чуть сместили они, тут уже просто, некуда падать даже, можно так сказать. Что некуда, в принципе, здесь падать. Есть, конечно же, можно на девятку упасть, но это будет конкретный какой-то крэш, будет твориться на рынке вот так вот. В принципе, по биткоину у нас все шикарно выглядит, неплохо, все по бычьи. То, что нет альт-сезона, это такое, его нужно дождаться, нужно крепко держать свои монеты. Многие, конечно, говорят вам, зазывают, что киньте эти альткоины, купите биткоин, туда-сюда, но если даже вы хотите продавать какие-то альткоины, их нужно всегда продавать, когда есть движение на альте. Как минимум, когда на локальном индикаторе альт-сезона показывается у нас альт-сезон. Сейчас мы этого не видим. Битком, конечно же, нужно торговать. И даже в данной фазе нужно торговать, потому как тренд у нас идет, не теряйте момент. Торгуйте на споте, зашел, вышел. Есть у меня закрытый канал, кому интересно, можете подписаться. Там даю отдельные сетапы по биткоину, по альткоинам. В принципе, вот так вот. На данной прекрасной ноте будем заканчивать. Всем максимального настроения положительного и, конечно же, мирного неба.